Мастурбация после 50. Естественная забота о теле и душе. Когда человек переступает порог 50 лет, многое в жизни меняется. Дети становятся взрослыми, привычный ритм работы и быта успокаивается, тело ведет себя иначе. И вдруг где-то в глубине возникает вопрос, о котором не принято говорить вслух. А нормально ли, что я все еще чувствую влечение? Что мне хочется тепла, прикосновений, иногда, пусть даже от самого себя. Ответ прост. Да, это абсолютно нормально. Сексуальность не заканчивается с возрастом. Она просто становится тише, мягче, мудрее. И именно в эти годы интимная энергия может быть не источником смущения, а способом поддерживать здоровье, внутренний покой и связь с собой. Что происходит с телом? После 50 наш организм начинает новую главу. Гормоны постепенно снижаются. У мужчин уменьшается уровень тестостерона, у женщин — эстрогена и прогестерона. Из-за этого изменяется обмен веществ, настроение, сон и, конечно, сексуальное влечение. Кровообращение становится менее интенсивным. Чувствительность может снижаться. Возбуждение требует больше времени. Но в этом есть своя красота. Ощущения становятся глубже. Внимание к телу внимательнее, а оргазм более осознанным. Тело все еще способно к удовольствию. Просто ритм меняется. И когда человек позволяет себе оставаться в контакте со своими ощущениями, мозг получает ясный сигнал. Жизнь продолжается. Я жив. Я чувствую. Почему это полезно? Мастурбация не каприз и не замена партнеру. Это естественная форма заботы о теле и нервной системе. Организм реагирует на нее так же, как на легкую физическую нагрузку или дыхательную практику. Во время оргазма усиливается кровоток, что тренирует сосуды и снижает риск гипертонии. Вырабатываются гормоны радости, эндорфины и окситоцин, которые снимают тревогу и помогают лучше спать. Активизируется приток крови к мозгу, что улучшает память и концентрацию. Кроме того, это способ сохранить гормональный баланс, ведь тело продолжает получать сигнал активности и молодости. И, пожалуй, самое важное — это возвращает человеку чувство уверенности и полноты жизни. Взрослость не отменяет потребность в тепле и близости, она лишь делает ее осознаннее, о чистоте и естественности. Многие спрашивают, как часто нужно этим заниматься? Ответ — ровно настолько, насколько хочется. Никаких универсальных норм не существует. Если после этого вы чувствуете легкость, покой, прилив сил, значит, все происходит в гармонии. Если же ощущаете усталость или раздражение, организм просто просит паузы. Иногда это бывает несколько раз в неделю, иногда раз в месяц. Важно не количество, а естественность. Не стоит сравнивать себя с другими. У каждого свой ритм, своя история, своя чувствительность. Слушайте тело. Если оно просит прикосновения, это такой же сигнал, как желание сна или голода. И если желание не приходит, это тоже нормально. Главное — доброта к себе. Как реагирует организм? Оргазм в зрелом возрасте становится другим. Менее бурным, но более глубоким. Он похож на легкую волну, которая разливается по телу теплом. В этот момент мозг выделяет дофамин, гормон радости, окситоцин, гормон доверия и любви, и пролактин, помогающий расслабиться. Сердце бьется мягче, дыхание замедляется, мышцы малого таза получают естественную гимнастику. Для мужчин это профилактика застоя крови в предстательной железе, для женщин —
поддержка кровоснабжения и эластичности тканей. Но важнее всего другое. Тело вспоминает, что оно живое, чувствующее и достойное заботы. Эмоции и душа. С годами жизнь часто приносит одиночество, утраты, перемены. Мастурбация может стать тихим способом вернуться к себе. Это момент, когда не нужно играть роли, доказывать что-то кому-то. Она помогает снять тревогу, почувствовать тепло, вернуть ощущение связи с телом. В зрелости это особенно важно, потому что тело уже не инструмент, а дом души. И любая ласка — это форма благодарности этому дому за то, что он несет вас сквозь годы. Разговор о мифах. До сих пор многие живут с представлением, будто в пожилом возрасте интимные желания — стыд. На самом деле стыд — это культурная привычка, а не биологическая норма. Сексуальность не исчезает вместе с паспортом. Она лишь становится тише и теплее. Нередко люди боятся, что мастурбация вредна для сердца или давления. Но при нормальном здоровье она, наоборот, помогает стабилизировать сердечный ритм и снизить уровень стресса. Есть и другой страх — зависимость. Но зависимость возникает не из-за самого действия, а из-за внутренней пустоты. Если мастурбация не мешает жизни, не заменяет радость общения и не становится единственным способом убежать от эмоций, в ней нет ничего плохого. Уважение к себе. Поколение, выросшее в советские времена, привыкло замалчивать интимные темы. Поэтому зрелому человеку порой сложно даже мысленно признать свои желания. Но именно зрелость дает право быть честным с собой. Вы можете быть родителем, бабушкой, человеком дела и при этом оставаться живым, чувствующим существом, которому нужна нежность и контакт с телом. Это не умаляет достоинства, наоборот, делает вас ближе к жизни. Несколько добрых советов. Попробуйте относиться к этому занятию спокойно, без вины и напряжения. Это не подвиг и не грех, а часть человеческой природы. Создайте вокруг себя комфорт, тишину, мягкий свет, ощущение безопасности. Дышите глубоко, не спешите. Зрелое удовольствие живет не в скорости, а в внимании к себе. После оргазма не спешите включать телефон или телевизор. Просто побудьте в тишине. Почувствуйте, как тепло разливается по телу. Эти несколько минут покоя действуют лучше любой медитации. Если вдруг чувствуете усталость, сделайте перерыв. Важно не количество, а качество контакта с собой. Интимная энергия — это ресурс, который стоит тратить бережно. Взгляд психологов. Психологи все чаще говорят о том, что мастурбация в зрелом возрасте помогает поддерживать самооценку и внутренний баланс. Это мягкий способ напомнить себе, что вы способны на радость и удовольствие. Такая форма близости снижает тревожность, помогает бороться с бессонницей, предотвращает депрессию. Для одиноких людей она становится способом почувствовать заботу и телесность без стыда и зависимости. Это не замена любви, а подтверждение того, что любовь к себе — тоже любовь. Если пропало желание, иногда либидо снижается. Это может быть связано с лекарствами, хроническим стрессом, усталостью или гормональными изменениями. В таких случаях стоит проверить общее состояние здоровья, уровень гормонов, качество сна. Но чаще всего причина проста. Тело устало и ждет не возбуждения, а внимания. Начните с простого: теплого душа, прогулки, спокойного дыхания, легких растяжек. Желание всегда возвращается туда, где есть ощущение заботы. Итог. Мастурбация после 50 не повод для смущения, а естественная часть жизни, помогающая сохранять здоровье
и душевное равновесие. Она улучшает сон, укрепляет сосуды, снижает стресс и возвращает чувство внутренней теплоты. Это не бегство от старости, а мягкое спасибо своему телу за все, что оно пережило. Зрелая сексуальность — это не стремление доказать, что ты все еще можешь. Это уважение к жизни, выраженное в заботе о себе. Пока ты чувствуешь, ты жив. И пока ты способен подарить себе тепло, в тебе продолжает звучать благодарность миру за прожитые годы.